конечно, все бегом в сад, в огород, газоны сеять, полочки в сарае делать, ландшафтный дизайн делать. Какая солнечная у меня получается терраса и зал. Вы просто не представляете, офигеть, как круто. Будем заливать армпояс, не передать вам словами, как скучаю я. Добрый день, дорогие дачники, садоводы, огородники, все те, кто интересуется загородной жизнью. С вами нетипичный фермер Анна Акинина. Я приглашаю вас традиционно к себе на участок. Я сегодня открываю новый дачный сезон, потому что у нас 15 градусов, у нас солнце, да, у нас нет снега. Я знаю, что во многих регионах снег еще по колено, у нас просто его вообще очень мало в этом году выпало и растаял он быстро. И, конечно, все бегом в сад, в огород, ну, по крайней мере, в Пензенской области точно так, я не исключение. Убрала из графика все какие-то рабочие встречи, переговоры и дела. Сделаем это все попозже. Сейчас самое главное – наметить план работ на ближайшее время. И в этом видео я с вами поделюсь планом работ и покажу, как выглядит участок весной. Я очень не люблю бардак, но, к сожалению, вот пока выглядит так. Когда не любишь, нужно что-то решать, принимать какие-то действия, поэтому вот сегодня время уделила, сейчас пойдем с рабочими полочки в сарае делать, стеллажи ставить, тоже вам все покажу, какую чистоту, красоту наведем. У меня тут что только нет, тут очень много старого инструмента, какие-то... Вы сами знаете, какой срач бывает на участке, кому мне рассказывать. Неважно, участок новый, как у меня, ему 1 год. Мне кажется, КамАЗ отсюда уже легко можно вывести. Что-то все храним, что-то все складываем. Сейчас смотрю, это двери делала, остались вот эти обналичники белые. Положила, отнесли в сарай влажно, они вздулись, плесенью покрылись. Какого хрена я все это храню? О, я вот тут открываю, тут у меня висят лопатки, тут у меня инструмент, здесь у меня все так красиво расставлено, тут баночки мои стеклянные. Но это скоро. Но это, конечно, все в будущем. Здесь пока вот такое пространство. Здесь нужно еще обязательно провести свет, чтобы открывался сарай, поставить тут датчики движения, чтобы... Та-дам! Закрою все вот эти щели, которые еще не закрыли. Вот эта сторона у меня это забор. Ну и что, продолжаем. Помните, в прошлом году тут висели качели. Конечно, сейчас нужно быстрее выставлять качели. И никак не придумаю, что поставить во вторую беседку. Но сейчас, смотрите, вынули мебель вот эту. Смотрите, как классно она гармонирует с вот этой обрешеткой. Может быть, поставлю диванчик и 2 кресла вот во вторую беседку. В общем, у меня время есть подумать. Сейчас беседочки доделаем. Я их называю остановочками. Здесь тоже будет красота. Сердце отсюда переедет. Оно у меня, видите, сейчас горящее. Вечером приходишь, тут все. Новый год. Вот эту зону будем делать. Но для вас это будет сюрприз. Тоже. Это прямо вот в ближайшее время. В прошлом сезоне на этом месте вы можете помнить, какую я месила тут грязь. Я вообще была уверена, что только дренаж меня спасет. Нет, на самом деле хорошая отсыпка из песка, укрывной материал, вот эта отсыпка. Шикарный результат. Я даже из дома в домашних тапках сюда выходила. Дальше у меня идет отсыпка из мульчи. Тоже все чисто, аккуратно. Вы помните, что это временный вариант, и в этом году тут уже не будут петунии расти, они росли просто в прошлом году. Вот эта вся зона отсюда тоже уедет. Здесь будет широкая дорожка. После дорожки будут ряд декоративных растений, которые отделят мне огород уже от основной зоны. И уже прямо сейчас мы эту основную зону начинаем пока еще планировать, но в скором времени будем делать. И вот как выглядит мой участок там, где нет укрывного материала. Мои видео с укрывным материалом каждый год собирают волну хейта. Зачем? Почему? Друзья, когда ходишь по чистому саду, это не... Вы просто не представляете, офигеть, как круто.
у меня от калитки и вокруг дома застелен просто черный укрывной материал, мне даже ничего не отсыпано. И я уже могу ходить в белых кроссовках. Да, смотрите, он грязный после зимы. Сейчас чуть подсохнет, я его подмету, он отлично подметается. Можно керхером, моечкой пройти, все вот это убрать. Но, по-моему, разница видна. Вот тут ходить и вот тут вот. И вот эта зона, я ее называю зона друзей. Вот у меня послезавтра уже приедут друзья, будем тут чилить. А если бы вот не эта зона, пришлось бы вот тут чилить. Или вообще пришлось не чилить. Вон, кстати, мои ребятишки бегают. Рабочий прошел тоже, ребятишки бегают. И котики мои. Вот эта зона чила, она будет приблизительно вот тут. И она у меня будет углублена в землю. То есть вот тут вот по проекту как раз будет эта зона отдыха, но уже мы ее будем делать там где-то бетонировать, где-то деревом обшивать. То есть это то, что вас ожидает. И, конечно, газон. Все уже соскучились по газонам на моем участку. Не передать вам словами, как скучаю я. Газон – это первое в планах. Не первое. Первое – дорожки. И когда появятся дорожки, уже будет понятно, где мы делаем газон. Вот эта вот зона вся, она идет в основном под газон. По бокам участка у меня насаждение, растения, а тут будет зеленуха. Порядок наводим и тут, сжигаем вот эти вот все мешки, тут грязища. Помним, что это вход через окно в мою спальню. И здесь тоже уже наводит порядочек. Мы сейчас ждали теплых температур, вот их дождались. А теперь ждем, чтобы грязь просохла. Песок завезли, а щебень не завезли. Будем заливать армпояс. Как только зальем армпояс, уже будем заниматься крышей. Я с домом немного повременю. В каком плане? Я его буду делать очень постепенно. А все силы сейчас брошу на участок. Потому что я садовый блогер, мне нужна красота, она меня вдохновляет. Ну, не вдохновляет меня эта грязь. И когда придет осень, уже активно будем заниматься стройкой дома. Вообще, в идеале, как я вижу, я сейчас закрываю крышу. Это где-то май-июнь. За лето делаю фасад со внешней стороны, потому что, я еще раз говорю, мне очень важна красота. Вот эти вот пеноблочные стены меня будут бесить. И ставлю окна. И в осень, когда приходит сентябрь-октябрь, начинаю делать внутреннюю отделку и отопление. Вот это вот прям вот оптимальный план. Я думаю, что все получится. Главное, чтобы срослось в финансовом плане. Ну и, конечно, было мое желание, потому что когда нет моего желания, у нас ничего нет нигде. Вот. А все лето, пока тепло, солнышко, будем газоны сеять, ландшафтный дизайн делать. Ну, пойдемте, пройдем уже через дом. Какая солнечная у меня получается терраса и зал. То есть мы уже знаем, днем тут будет солнышко, и в зимнем саду будет солнышко. Конечно, для зимнего сада это не очень хорошо. Так, тут тоже у нас идет разборка. Разбираем вот этот вот голубой домик. У меня в этом голубом домике 4 двери. Это теремок. В одном живут куры, в другом живет пони, в третьем живет енот, а в четвертом складирование всяких нужных вообще вещей. И вот сейчас всякие нужные вещи разбираются. Мебель всю в порядок хочу привести, потому что очень много уже что-то потерлось, пока перевозили, сломалось. Короче, хочу выкинуть лишнее, освободить энергию, пространство для чего-то нового. Сюда, конечно, лезть рановато, но тоже хочу в этом году сюда залезть. Очень хочу чашу для пруда. Если у меня получится, я это обязательно сделаю. И хочу начать отсюда террасы. Террасы будут уровнями, все сделаем со временем. И так как наверху очень много работ, и там будут газоны, Дарья там уже не побегает, ей будет отгорожена территория внизу участка. Сделаем ей тут тоже вот такой заборчик, чтобы сделать ей загон. Я хочу, чтобы она бегала. Привет, Дашундель. Хочу тебе сделать вот тут вот коридор.
и по коридору будешь вот на этот участок уходить. Как тебе идея? И самый главный план каждого года. Вот, кстати, гортензию уже обрезала. А он там внизу еще не обрезала. Сегодня вот буду бегать с секатором. Главный план — это, конечно, любой весны увидеть фееричное цветение моих тюльпанов. Представляете, сегодня 29 марта, а они уже взошли. Какая-то аномальная теплая весна. Я, конечно, уверена, что снег у нас еще выпадет. Но все равно настроение отличное. Появилась возможность убраться, побольше времени на это, на участке. Вот сейчас собирать листву. Поэтому, собственно, отменила все планы. Если вы не подписаны на мой канал, я рекомендую вам подписаться. Мы будем строить, мы будем наводить красоту. А те, кто ждал привычного контента, может порадоваться. Сейчас все только начинается. А с вами был Нетипичный фермер. Увидимся в следующих выпусках. Пока!